Так, всем привет, ребята. Долго я настраивалась записывать этот ролик, если честно, потому что сейчас энергии, которые витают в воздухе, они мне очень сильно не нравятся. Может быть, кто-то не видел. У нас, по крайней мере, вот тут в городе я выходила вечером гулять, и была огромнейшая, просто огромнейшая красная луна на небе, и я прям, когда ее увидела, думаю, ну сейчас что-то начнется, потому что обычно после такой луны идут не очень хорошие энергии. Вот. Сейчас тоже мне очень сильно не нравятся ощущения, которые витают в воздухе с тонкого, и я сегодня ими поделюсь, а также я обещала вам в Телеграме, после того, как я туда записывала несколько голосовых, вот, во-первых, посмотреть ситуацию, которая сейчас разворачивается в США. Вы, может быть, видели, что там идет как бы ссора, да, какая-то Трампа с Маском. Я, в принципе, говорила о том, что вот это вот показное в Белом доме, что он, значит, ушел, да, и он там будет негласным советником, все будет хорошо, как они это показывали. То есть даже там ключик какой-то от Белого дома передал, якобы в знак признательности. Все это просто бутафория, и на самом деле не будет он никаким советником, ничего, его просто выпроваживают оттуда. И, в принципе, так оно и получилось, потому что события, которые были после этого, показали, что это так. Но вы попросили меня, я записывала об этом в Телеграме, вот, кто не подписан на мой Телеграм, подпишитесь, я туда в последнее время записываю голосовые, то есть, когда нечего сказать, да, когда ничего не идет, никакой информации такой с тонкого, быстрой, важной, я как бы стараюсь, ну, как бы лишний раз туда не лезть, то есть, ну, а смысл какой, да, но если какая-то информация приходит, мы с вами договорились, что в Телеграме я ее буду короткими голосовыми где-то описывать, записывать, да, пока она у меня не вылетела из головы и пока имеет актуальность. Так вот, и вы меня попросили посмотреть ситуацию, что же там разворачивается в Белом доме, в том числе причины ссоры, потому что там раскол идет не только там в отношениях Трампа и Маска, там раскол намеревается вот сейчас в команде, и я это явно ощутила еще тогда, когда один из демократов, то есть я не помню, сенатор это или кто, короче, я в них особо не разбираюсь, в этой политике, в их, прилетел с Киева, начал настаивать на том, что давайте будем вводить там санкции против России, и все. То есть было сначала это похоже, ну как внешне, да, это было похоже на двойную игру, но когда я эту новость прочитала, я прям явно от нее почувствовала давление, то есть такое ощущение, что внутри идет раскол, то есть этот раскол успело расшатывают. В принципе, то, что произошло с Маском, тоже является частью этой ситуации. Вот, ну и сейчас также хочу осветить в этом ролике последние новости, кто там видел, относительно того, что буквально вот на момент данного видео, да, я записываю вчера, то есть вчера просто Израиль ударил по Ирану, по стратегически важным объектам, которые были связаны с ядерным оружием, да, которое разрабатывает Иран. Как мы знаем, на повестке Трампа, да, стояла в том числе сделка по ядерному оружию со стороны Ирана, чтобы, ну, подписать какие-то бумаги, да, решить этот конфликт, который очень давно уже там завязывался, и как пишут, опять же, да, СМИ, по крайней мере, что это ставит под угрозу, то есть Нетаньяху прямой вызов кинул вот этой вот политике, попытки урегулирования ядерного конфликта в Иране, да, Трампу, чтобы Трамп не смог этого сделать, что мы увидели, что Иран отказался тут же от вот этих вот моментов подписания каких-либо договоренностей, вообще о даже переговорах касательно ядерной сделки с США. И этот вопрос я тоже хочу осветить на тонком, посмотреть его. Во-первых, я тут буду смотреть в прямом эфире, грубо говоря, то есть я сейчас буду смотреть на тонком, буду вам объяснять свою ситуацию, то, что я чувствую. Вот. И для вас это будет быстро, потому что все равно в моменте там ролик будет
где-то урезано, где-то что-то. Я на самом деле, вот где я на тонком рассказываю, да, тут же смотрю, тут же описываю. Я не так быстро смотрю, как вы быстро смотрите вот ролик, потому что ролик проходит переработку, то есть сама там звуковая дорожка, да, где я там очень долго что-то смотрю, пытаюсь ощутить и так далее, это все вырезается, вот, остаются только те факты, которые я озвучиваю. Это просто для, опять же, объяснения, но я смотрю так, как я смотрю, вот, поэтому кто не понимает какое-то там образное восприятие, да, как выходят просмотры на тонком, насколько это все можно во что-то уместить. Ну, ребята, я вас не заставляю смотреть то, как я смотрю. Если кому-то не нравится мой просмотр на тонком плане, как я смотрю на тонком плане, можете смотреть сами. Я не возражаю, смотрите сами на тонком плане эти события, и там смотрите так, как вам нравится, вот, чтобы у вас было лучше, чем у меня. Вот, желаю всем. Но я начну, и я хочу начать вот с, наверное, с Нетаньяху и с вот этого вот конфликта, с того, что они с ядерным вот этим вот потенциалом опять балуются, потому что у меня прям, я начинаю говорить об этом, у меня тревожность, повышенная такая тревожность идет. И эта тревожность, она идет с, вот, знаете, с моего ощущения именно тех энергий, которые там заворачиваются, разворачиваются, потому что я постоянно говорю об этом, что, ну, не знаю, не назову сильными мира сего, но вот те кукловоды, которые пытаются здесь развить определенные ситуации в нашем мире, да, так называемое там теневое правительство или как это там назвать, которые возомнили себя владельцами этого мира. Я о них рассказывала в роликах ранее, там про Европу. Вот, я их очень хорошо описывала. Кто не видел, посмотрите. Так вот, я часто говорила, что они хотят развить ядерный конфликт. То есть они на это все это время они на это толкали Россию, то есть всеми силами, и каждый раз вот пытаясь укусить, да, даже вот этот вот момент с дронами, посмотрите предыдущее видео, я там сказала, что это опять же попытка, да, того, чтобы, ну, наконец-то вдарили этими ядерными ракетами, то есть это уже покушение такое было, и, кстати, подтвердилось в СМИ, по крайней мере, выплыло то, что те хакеры, которые занимались атакой, то есть направляли дронов, да, вот, с этих фур, они находились не на территории Украины, они находились на территории Румынии. Я говорила, что вся вот эта вот операция, она была не выполнена, да, чисто там вот этой стороной. Я говорила, что там замешана Европа, и то, что как раз-таки в Европе находятся те, кто придумывали эту операцию, кто эту операцию организовывал, да, и кто эту операцию провел. И даже в той же самой СМИ где-то мелькали моменты того, что, скорее всего, там замешаны Ми-6. Ми-6 это, если я не ошибаюсь, это вроде Англия, да, английская вот это вот, как она, разведка или что, типа нашего ФСБ там, вот. И вот это вот Ми-6 я не удивлюсь, то есть потому что у меня там главным бенефициаром, опять же, выступала Англия, то есть Англия, которая дергала за ниточки. Так вот, я вам говорила о том, что вот эти люди, да, и у них по всему миру просто пронизаны вот эти вот нитки, как марионеток, да, у них очень-очень много марионеток, которые управляют, пытаются управлять этим миром. И это не президенты, это не кто-то, это, ну, абсолютно другая группа. Так вот, были задействованы определенные марионетки в Израиле для того, чтобы развить ядерный конфликт, потому что с Россией не получалось, потом Индия опять же, да, они пытались, я вам рассказывала, Индия вот там развить, да, опять же, какую-то там угрозу, чтобы вот с ядерным оружием там подергать страны, опять же не получилось, да, и вот они после этого заявили, что Англия напрямую готова там ядерным оружием бомбахать, но пока она этого не может сделать, нет причин, да, то есть это делать. Не за что зацепиться, чтобы это сделать, точнее вот так даже. Ну и сейчас они все равно не упустили вот этого шанса, теперь они пытаются Иран
то есть дергать за вот эти ниточки для того, чтобы Иран заставить применить это ядерное оружие. То есть они уже не знают, где и как, но им очень сильно нужен ядерный конфликт для реализации своих дальнейших целей, да, для реализации дальнейшего своего событийного ряда, и этот конфликт все никак и никак не может развиться. И то есть вот то, что они сорвали сделку Трампу, я не чувствую, что здесь именно двойная игра Трампа, я вам сразу скажу, потому что некоторые это все говорят, что здесь не без США, да, США дало добро, то есть якобы Трамп, он вместе с Нетаньяху, да, ведет такую двойную игру для того, чтобы там этот Иран бомбахать. Но мне это не идет. Я сейчас не защищаю Трампа и не пытаюсь выставить его героем каким-то, потому что я уже тоже говорила много раз о том, что Трамп, он не герой. Он точно такая же марионетка, как все другие, только он, не работает, а он говорящая голова, грубо говоря, совершенно других сил. И то, что сейчас там происходит, это вот как раз-таки идет от вот этих вот людей, которые считают себя властелинами мира. Они пытаются развить этот ядерный конфликт, и им очень-очень сильно нужно вот именно события какие-то развернуть, в том числе на Ближнем Востоке, я не знаю, но им нужен там конфликт, очень-очень сильный конфликт. Они хотят в этот конфликт затянуть Риад, они хотят затянуть в этот конфликт ряд других стран, им это очень-очень сильно надо сейчас. То есть, знаете, и поставить, то есть это какая-то такая игра на уровне интриг, то есть как бы поставить эти страны в какое-то очень невыгодное для них положение, знаете, как не оставить им выбора, да, что типа, ну вы же играете по правилам, то есть есть законы, да, есть всякие там вот эти вот договоренности а-ля там и прочее, да, и которых они не могут избегать, да, которые они не могут игнорировать, и даже несмотря на то, что они, допустим, понимают, что туда идти не надо, или это ловушка, им приходится, допустим, да, принимать это решение, вот что-то такое, то есть их хотят поставить в положение, где у них не будет выбора, кроме как пойти по начерченному кукловодами пути. И насчет Дональда Трампа, да, мне идет очень большая угроза. То есть, знаете, даже когда это началось раньше того, когда он даже с Илоном Маском начал ругаться, я почувствовала момент их силы какой-то. Еще когда Джей Ди Венс приезжал в Европу, у них тогда очень мощный был поток энергии, такой у них все получалось, знаете, то есть они как будто были на волне, и вот какая-то сторона событий, силы, энергии была на их стороне, но когда прошли выборы в Европе, я вчера тоже обсуждала с ребятами эти ощущения, многие мне написали, кстати, после последнего моего голосового в Телеграме, где я предупредила о том, что в скором времени между Россией и Украиной вот эти вот все боевые действия, они усилятся, то есть будет пиковость этого всего, и все увеличится до каких-то вот глобальных объемов, поэтому, ребята, кто находится где-то близко с вот этими боевыми действиями, кто даже, я не знаю, далеко-недалеко, но будьте осторожны. Вот, потому что сейчас давление со стороны обеих стран усилится. Подробнее об этом вы можете послушать в Телеграме. Я там написала достаточно очень долгое голосовое, где я писала все свои ощущения. Я обычно не люблю говорить. Вы прекрасно знаете, кто смотрит мой канал очень давно, вы прекрасно знаете, что я не люблю говорить какие-то негативные сценарии, вообще делиться чем-то. Но сейчас я считаю, что я должна поделиться этими ощущениями, потому что мне они очень сильно не нравятся. Они вызывают во мне какую-то, знаете, очень плохие ощущения. И эти ощущения, как я уже сказала, они начали проходить вот именно когда тоже начались выборы в
в Европе, и там тоже мне подтвердили мои ощущения, что там была очень сильная магия, плюс писали в СК ребята в солнечном клубе, что какое-то как давление шло на падение, это как раз еще вот в апреле, когда вот это вот все происходило, то есть там вы могли видеть тоже, что там творилось в Румынии, когда там просто буквально нужного кандидата пихали в кресло, да, несмотря вообще ни на что, и что там народ делал, не делал, то есть и на Тонком было очень много магии, очень много магии, и вот сейчас тоже после вот этого кровавого полнолуния тоже ощущается очень много магии, которая была задействована, прям какой-то, знаете, взрыв такой. И это плохая магия, это не хорошая магия, это именно магия темных, то есть был прям какой-то, знаете, такое ощущение массовый шабаш. Вот у меня по-другому не назвать это ощущение, потому что настолько много вот этих энергий, как будто какой-то массовый шабаш. Вот я всегда видела светлую волну, которая вот как очищает этот мир, да, а тут как будто темные вот этим шабашем создали свою волну, то есть какую-то свою волну, которая должна будет помешать этой светлой волне, да, то есть как бы противостоять этой волне. Но она не такая сильная, я сразу скажу, и она не сможет ничего сделать светлой волне, я даже вот сейчас это все говорю, и я понимаю, что она, ну вот просто, знаете, это как вот она бах, там, да, схлестнулась, но это все равно она так или иначе чуть-чуть сделает замедление, да, какое-то сопротивление, но светлая волна все равно будет это смывать. Но я очень много говорила о том, что здесь выбор людей будет, и если люди будут наступать на свои старые грабли, то есть насколько быстро во всем мире будет происходить момент переосмысления, да, то есть общество должно поменяться, я об этом говорила, мы не вступим в свое светлое завтра, да, и процесс вот этого вот перехода, он затянется, пока не изменится мышление в головах людей, да, пока общество не откроет глаза, пока люди не проработают собственные узлы, у всех они разные абсолютно, да, у всех свои там озарения должны пройти. Я говорила, что первые проснутся сильные, потом сильные будут давать руку слабым. Вот, но сейчас, так как момент того, что многим маленьким очень тяжело проснуться, вообще осознать, понять, шатать будет еще сильнее. То есть, как сказал один человек, я буду очень рада, если это не так, я не хочу в это верить, но как будто мы немножко с самого светлого пути, да, вот, ну, как сказать, с пути наименьших потерь, так как временных линий много, с пути наименьших потерь перешли на чуть-чуть потерь чуть побольше. И мне это тоже не нравится. Я надеюсь, что мы обратно все-таки перейдем. И я, ребята, тоже хочу от себя. Я не зря это все говорю сейчас, озвучиваю. Я хочу попросить от себя, я знаю, что меня смотрит очень много практиков, я знаю, что меня смотрит очень много людей, которые видят тонкий план, чувствуют его. Пожалуйста, посмотрите, перепроверьте этот момент. Я не скажу, что вот я там то, что вижу, это истина в последней инстанции, но перепроверьте, пожалуйста. И кто есть плетельщики, кто может влиять на реальность, да, этого мира, кто может очень хорошо работать с энергиями, в том числе временных линий, пожалуйста, давайте попробуем это как-то переделать, переисправить. То есть эту волну надо нейтрализовать, потому что мне совершенно не нравится то, что происходит. И, блин, кто они такие вообще, да? Мы тоже хакеры реальности, и я думаю, что мы можем своей силой вот показать не меньшую силу им в ответ, чем они сейчас пытаются показать нам, да, свою силу. Вот, это первое. Второе, сейчас идет какое-то очень сильное воздействие. Вот, вернусь все-таки к тому, с чего начинала, насчет Трампа и Маска. Нет двойной игры, там нет двойной игры, там есть явное переманивание, то есть Илона Маска переманили, и это очень сильно ощущается. То есть он, такое ощущение, знаете, он очень умный, очень такой крутой, все, но он упертый баран, то есть он... как сказать, они по силе где-то равноценны, да, то есть они оба таких очень сильных, мощных балансера, я об этом говорила, но у них есть и свои слабые стороны тоже, то есть это стороны такие, что человек, он
как сказать, не слушает других, да, он видит себя, не слушает других, и где-то он не готов ждать. То есть какой-то свой момент у Илона Маска, что я не готов чего-то терять, я не готов где-то чувствовать какую-то слабину. Я крутой, да, а кто с этим не согласен, тот на выход. То есть его где-то, даже я бы не сказала, что это гордыня, это какой-то момент некого чрезвычайно огромного, да, такого самомнения, ЧСВ, которое не дает немножко услышать других, да, увидеть точку зрения других, вот оно есть, и вот это здесь его зацепили, то есть здесь его зацепили, и он немножко свернул не туда, то есть идет такое ощущение, что он как бы пошел куда-то, как вот знаете, вот он шел по пути, да, какому-то правильному условно, я не скажу, нет правильного и неправильного пути, да, но вот он шел по какому-то условно правильному пути, и как будто он раз и зашел, пошел не прямо, а налево куда-то, то есть он как будто свернул куда-то, и сам не понял, что он свернул, то есть, но там уже темно, то есть, и это дело не в темноте, там как бы, как сказать, он долго будет плутать, то есть там лабиринт, в котором не видно, куда ты идешь. Вот, там может быть светло, еще что-то, но этот лабиринт обманчив, потому что ты не можешь видеть цели, то есть конечной, куда ты придешь. И вот он туда ушел. И здесь как будто кто-то, какие-то, я не знаю, люди, вот идет ощущение, какие-то люди, это какие-то богатые люди, очень богатые люди, это какие-то бизнесмены, то есть это не политики, нет, это какие-то бизнесмены, которые его переманили на свою сторону, при этом идет вот именно манипуляция ЧСВ, как будто они вот его именно манипулировали вот этим моментом его же собственного эго, ЧСВ, да ты такой крутой, да ты такой классный, да ты такой да вот они там придурки, да, а ты там вот, и вот они вот его вот именно за эго вот это дергали, за ЧСВ, и таким образом им удалось его вот увести не туда, да, то есть увести куда-то в бок, то есть они его как вывели из игры, и он запутался в лабиринте собственного вот этого вот эго, то есть сыграли, опять же, да, темные, они любят играть на наших слабых местах, и вот это вот слабая сторона Илона, на которой успешно сыграли, да, то есть, знаете, это даже есть какая-то гордыня, то есть как будто его до этого не принимали, знаете, были какие-то вот эти политические круги или еще кто-то, и его не принимали, то есть не брали в какую-то свою команду, поэтому он решил как бы вот здесь всем доказать, да, что я такой крутой, я такой классный, и он занял вот эту сторону Трампа, но он как бы играл и так в свою игру, то есть он хотел какие-то свои идеи реализовать, и он нашел как бы людей, то есть Трампа, еще кого-то, да, с тем же самым Дуровым он имеет какие-то связи, я не знаю, прочее, и он использовал этих людей как инструменты для достижения своих целей, то есть для того, чтобы показать, на самом деле, смотрите, вот вы там думали, что я какой-то мелкий, да, вы не смотрели на меня, да, а я вот он, да, то есть как будто вот возвыситься немножко хотел. Это ЧСВ, но это же ЧСВ, оно дало ему очень много, то есть, да, оно позволило ему подняться на очень высокую вершину, перехитрить многих, то есть являясь мотиватором неким, но оно же послужило его слабостью, да, когда его за это же ЧСВ подергали и как бы убрали, то есть он еще не понимает, то есть его вот, да, ты великий, то есть его погладили по той шерстке, по которой он хотел, чтобы его погладили, но это и будет ошибкой, потому что, по сути, ему надо быть самодостаточным в этом плане, потому что вот этот поворот никуда, он как уход в себя, и вот ты бродишь по лабиринту, реально вот он сейчас будет бродить по лабиринту, то есть как будто его увели вот в этот лабиринт ЧСВ, где его как бы, ну, как сказать, как игрока исключили, да, то есть он даже сам не понял, как его из игры вывели, то есть вот как воин, блуждающий в тени, воин, блуждающий в иллюзии, вот так идет. И это не только так, это не только с Илоном происходит. Знаете, такое ощущение, как будто это вот как в притче о
братьях и прутиках, где отец дал каждому по прутику, да, они сломали, а потом, когда он сказал: «А теперь возьмите, сложите все эти прутья вместе, да, и попробуйте сломать сейчас», и у них не получилось. То есть пока вы вместе, вас не сломать, но стоит вас по одному вытащить, да, вот из этого, и по одному вы легко сломаетесь. Вот здесь такое ощущение, что они пробовали до этого, да, как-то влиять на всю команду, то есть как-то убрать всю команду, да, как разгромить эту команду, но у них не получилось. И сейчас они пошли вот именно другим путем, то есть именно вот внести разлад внутри. И у них это очень хорошо получается. То есть они сейчас избрали другую тактику. Вот те, кто пытаются удержать власть в США, да, и они в команду вносят какие-то, ну, знаете, как сказать, какое-то напряжение. И сейчас вот я настраиваюсь на команду Трампа, ну, на новую вот эту администрацию, так называемую, да, вот, которую собрали, я чувствую это напряжение. То есть они действительно, знаете, вот как будто вот люди, действительно какие-то великие люди, крутые люди, какие-то люди с внутренним каким-то большим стержнем, да, сильные, волевые, собрались все вместе. Но у каждого из них есть какое-то свое слабое место, потому что каждый из них по-своему уникален. Это, знаете, то есть каждый из них это команда самых сильных. То есть это вот, как, знаете, есть выдающиеся игроки по футболу, да, там, не знаю, там, Роналдо, там, еще там, Месси, там, и так далее. И то есть это вот то же самое, там, что вот взять всех великих футболистов, там, да, и собрать в одну команду, то есть самые крутые, самые сильные, самые какие-то классные, да, и каждый из них уникален, и вот их собрали в одну команду. И им сейчас, то есть для того, чтобы работать в одной команде, надо где-то принять уникальность и крутость друг друга, что не только я такой крутой, сильный, классный в этой команде, но и другие, они такие же, как и я, то есть они тоже по-своему крутые, классные и прочее. И видеть вот эту сильную сторону каждого, и уважать эту сильную сторону каждого, да. И вот у них это сейчас не получается, вот разлад идет на этой почве. Как будто вот каждый, ну, тянет одеяло на себя, да. Как вот, грубо говоря, собрались все лидеры в одной комнате, да, и не могут поделить, кто из них круче, как бы, кто лидер, ну, более лидер среди лидеров, вот такого вот плана. Плохо, потому что им надо вместо того, чтобы пытаться там выявить, кто из них, да, первым будет лидером среди этих всех лидеров, им надо направить свою энергию вовне, то есть и действовать сообща, признать лидерство каждого. И при этом свои вот эти лидерские таланты, лидерские качества направить на окружающих людей, а не на друг друга. Но пока что они этого не видят, они не понимают, то есть какие-то споры идут, какие-то вот... И на этом фоне, то есть на фоне того, что они не могут внутри понять, там, грубо говоря, разобрать, кто прав, кто виноват, кто еще что, да, на них начинается нападение, то есть еще и плюсом расшатывают со всех сторон, то есть вот эти демократы, то есть и те, кто стоял за этими демократами, да, те силы, которые утратили вот эту власть, они эту власть на самом деле утратили чисто номинально, то есть у них очень много других ресурсов для того, чтобы управлять ситуацией, в том числе такое ощущение, что вот они сейчас устраивают какие-то беспорядки. То есть, знаете, чтобы у этой администрации, то есть не было времени, не было энергии, ты же не можешь на все там вот свое внимание какое-то, да, свою энергию направлять. Ты, то есть, направляешь какое-то одно русло, а им надо, чтобы вот, ну, допустим, внешняя политика, а им надо, чтобы он не смог на эту внешнюю политику свои русла тратить, да, там, ни Трамп, ни другие, и они устраивают какие-то локальные взрывы внутри страны, я не знаю, как это назвать, ну, то есть, возможно, какие-то беспорядки, возможно, какие-то бумажные волокиты, то есть что-то, что касается вот внутри парламентов или кто там у них, да, вот, ну, те, кто вот внутренние бюрократические структуры какие-то, да, которые там распределяют деньги или еще что-то, то есть как будто вот палки в колеса пытаются вставить где-то используют
какие-то ситуации, я не знаю, чтобы как обернуть их против или что. Ну вот, знаете, цепляются за каждую мелочь, чтобы вот прям отвлечь, чтобы не дать энергию на другие, на реализацию другого, да, чтобы они не могли как бы вот обернуться туда, куда надо обернуться, да, и там, где вот они не могут сейчас обернуться, взять власть в свои руки, то есть взять под контроль вот это все, то есть им надо отвлечь, убрать, как-то вот максимально изолировать, чтобы перехватить инициативу. И они сейчас активно этим занимаются, то есть вот, знаете, помните, я говорила, что они как отрезают ниточки, то есть вот администрация Трампа, да, те силы, которые стоят, они вот отрезают ниточки, чтобы куклы уже были неполноценные. Так вот, вот эти вот сейчас люди, то есть глобалисты вот эти, они как будто пытаются перевязать эти нитки заново, то есть вот здесь там отрезанные уже не восстановить, да, а вот вместо вот этих отрезанных вот тут подвязать, вот там подвязать, то есть как-то перевязать нити идет вот. Они далеко не глупые, очень далеко не глупые. И такое ощущение, вот, знаете, как фраза такая пришла, что типа, что они занимались вот этими махинациями какими-то, да, то есть какими-то вот такими вот, как сказать, вот как дворцовые интриги, знаете, в фильмах показывают вот такие интриги какие-то там, крутят двойные, тройные там подковерные и так далее, что вот они вот эти вот двойные, тройные подковерные интриги, типа, крутили еще тогда, ну, вот такое, да, типа, да мы это крутили еще, когда ты там под стол пешком ходил, то есть как будто вот речь про Трампа, то есть как будто они вот так относятся к нему, что да мы там вот это вот все крутили еще, когда ты пешком под стол ходил, ты, типа, реально думал, что можешь нас переиграть или что-то такое. То есть здесь конкретно не к нему обращение, а вот как вот, типа, что они в этих играх, как вот, ну не знаю, как карточный шулер, да, играющий с какими-то новичками. То есть настолько у них много самоуверенности, но они все равно, они напряглись. То есть вот их самоуверенность, она есть, но они как бы сейчас начали, вот перестали недооценивать противника. То есть такое ощущение, что они перестали видеть в противнике то, что, типа, на это можно даже внимания не обращать. Нет, они напряглись, и они не признали его как равного, да, но они перестали его недооценивать. То есть, что почувствовали угрозу от этого, поэтому их спектр внимания сейчас сюда направлен. Поэтому, видимо, очень много вот этой магии шло все это время. И магии, всего-всего. То есть они напряглись и начали расчехлять свои ресурсы. То есть начали заниматься этой так называемой проблемой, да, которая над ними надвисла. Такое ощущение терпения теряется. Вот я сейчас подумала опять про Нетаньяху и про вот это нападение, да, про вот ядерный вот этот вот, что надо ядерный конфликт, они очень давно хотят его, и вот такое ощущение сейчас идет, что терпение у них теряется, как будто сколько можно ждать уже, то есть они уже как вот уже в открытую бьют даже, да, вот, и это касалось и фур, и вот того, что произошло сейчас вот в Иране. Они уже, то есть, не просто провоцируют, они уже в открытую бьют. Как будто им надо завладеть этим ядерным арсеналом, я не знаю, как это вообще понять даже. Вот двойная, да, такая идет вещь, они вот считают себя, что они владеют всем, что есть в мире, да, что они вот как владельцы. Но вот типа вот это то, когда ты не можешь нажать на собственную же кнопку, да, вот они уже в открытую бьют, они уже хотят, вот что, ну почему же кнопка не нажимается, да, это когда ты долбишь собственный телевизор, грубо говоря, чтобы он наконец заработал, это вот что-то вот такое чувство у них. Знаете, очень поразительный такой момент, как будто у них нет вообще понимания, что люди какие-то или еще что-то, вот, что они живые, они думают, да, еще что-то. Вот реально отношение как к телевизору. То есть мир, да, который принадлежит полностью им, нету ничего не их там в этом мире, и вот реально там какая-то там ядерка, еще что, как будто вот нет людей, которые там сидят, все. То есть вот телевизор реально, который вот у меня стоит на тумбочке и отказывается работать. А все, что они делают, вот эти вот там, как сказать, ну, грубо говоря, я не знаю, попытки спровоцировать там ядерный конфликт и так далее, это как будто вот реально как долбишь по пульту, потому что он не работает.
не хочет включать этот телевизор. То есть для них эти все манипуляции, они даже, знаете, не манипуляции. То есть они даже их не рассматривают как манипуляции, это как способы управления, да. То есть я управляю всем, что здесь происходит. И у них это просто как управление. Как будто они как управляющими какими-то себя считают. Ну, ядерный конфликт, тут я сразу опять говорю, мне очень сильно не нравится. То есть нельзя позволить этому случиться ни в коем случае, потому что тогда как какой-то прям коллапс произойдет. То есть они как будто ждут, и это будет их способом управления, то есть это будет как бы возможностью полностью изменить этот мир так, как они хотят. То есть как колонизация какая-то, да, как вот запустить какую-то цепочку, где мы сейчас посадим во всех на цепь, да, в 3 квадратных метра, и это для вашего же блага. Это какой-то способ быстрого изменения мира, им это очень сильно надо. Поэтому им ни в коем случае нельзя это дать. Вот как-то так, ребята. Противостояние идет очень-очень сильное, и я все-таки сейчас, да, как-то я проговорила вот это все. Мне, во-первых, немножко полегче стало, потому что я почувствовала тот момент, когда я призвала все-таки, кто может, да, попытаться повлиять на временные линии, попытаться как бы эту ситуацию переломить, да, то есть мы что тут тоже, я как сказала, мы тоже тут хакеры, да, и мы тоже неплохо умеем, да, показать им свою силу. Мне немного отпустило, как легче стало, потому что я думаю, что ребятки нужны услышат, то есть что-то будет, да, из этого, что-то мы с вами сделаем. Но всегда я хочу все-таки закончить на доброй, хорошей ноте, потому что я тут очень много всего рассказала. Действительно, тучи сгущаются, и энергия, вот эта вот темная волна, все это, все понятно. Но, знаете, ребята, за вот это вот все время противостояния, оно уже идет 4 года, да, уже 5-й год, вот, с 2020-го, я могу сказать одно. Были ситуации, когда реально такие нападения были жесткие, да, когда реально делали нереальную магию какую-то, когда они я не знаю, проводили какие-то тоже там массовые шабаши, и аж, волосы во всех местах вставали дыбом, когда они пытались там, да, чуть ли не насильно там этот мир как-то погрузить в хаос, но у них ничего не получалось. То есть вот эти вот волны, которые они запускали в воздухе, вот эта вся магия, она первые дни отражалась как что-то, что действительно мощное и может как-то повлиять на то, чтобы, изменить что-то к худшему. Но, как правило, проходила неделя, 2, грубо говоря, какое-то время определенное, и она растворялась. И то есть и опять изначальная волна, вот эта светлая, да, она становилась как бы мощнее, и это все вот смывало вот эту черноту. То есть у них эти каркасы, они, что раньше я видела, что они их наставят, да, пытаются, но вот эта вот волна идет, и она эти каркасы, вот как деревянные балки, просто вот пополам все лопают, да, и они просто разваливаются, эти конструкции, то есть они не задерживаются. Другое дело, что это не значит, что нам надо расслабляться, потому что так или иначе эта световая волна держится на нас в том числе. Я говорила, что она очень во многом, вот этот переход, он весь зависит от людей, от их сознания, от того, насколько перевернется их сознание. И я все-таки пожелаю, да, и закину намерение сейчас, и может еще кто-то вместе со мной, да, настроится на это, тоже закинет даже от себя намерение на то, чтобы как можно больше людей быстрее проснулось, чтобы как можно больше людей, желательно, давайте им пожелаем того, чтобы они как можно более мягче для себя получили собственное осознание, да, с наименьшим количеством боли, для того, чтобы их осмысление и их узлы, которые они развязывают сейчас в своей жизни, они протекли для них как менее безболезненно и как более радостнее. Я очень сильно желаю, чтобы этот мир просто трансформировался не через боль, потери и слезы, а через что-то светлое, хорошее, да, и именно с
поиском и нахождением внутри себя внутренней силы, да, для того, чтобы человек просто эту силу осознал и пришел наконец-таки к самому себе. Вот, я желаю всем, чтобы у каждого эта трансформация произошла как можно более сильным, более таким энергетически взрывным, в лучшем для вас понимании способом, чтобы вы стали сильнее после этого, да, и сильнее не так, как, знаете, это, чтобы тебя не убивало, делало тебя сильнее, нет, чтобы происходили события, где осознание, они происходили на мощных таких рывках, которые просто тебя запускают куда-то вверх, к сверхновой, как говорится, да. То есть, чтобы это были мощные прыжки вверх, то есть роста мощного, да, чтобы они заряжали энергией, а не забирали эту энергию у вас. Вот, ну на этом у меня на сегодня все. Своими ощущениями поделилась. Кому интересно про те голосовые, которые я записала и буду еще записывать, по мере того, как мне будет приходить информация, переходите в мой телеграм, ссылка есть в описании под любым роликом. Также присоединяйтесь ко мне в СК, вот, там я каждые 2 недели провожу прямые эфиры, мне можно задать вопросы, там очень много как раз-таки мы обсуждаем про темы развязывания узлов, про методы роста, да, внутреннего осознания и так далее, как избавиться от крючков, как избавиться от различных негативных программ, подключек и так далее, да, и прийти наконец-то к осознанию себя. Вот, ссылка на то, как присоединиться в Солнечный клуб, тоже есть в описании под любым видео. Но у меня на сегодня все. Я вас всех люблю, обнимаю. Ваша Надежда Солнечная. Всем пока-пока. И да, не забудьте еще про Бусти. У меня есть Бусти, где я рассказываю о прошлом, о том, как на самом деле нас завоевывали, и о том, как было устроено прошлое наших предков до завоевания здесь мира этого темными. Так что присоединяйтесь. Пока-пока.